Привет, друзья! Игорь Акинфеев – российский футболист, его амплуа – вратарь. С самого начала футбольной карьеры играет за клуб ЦСКА, является капитаном команды. С 2004 по 2018 год выступал за национальную сборную, где тоже занимал пост капитана. В 2005 году был удостоен звания заслуженного мастера спорта России. Зарплаты российских футболистов всегда привлекают внимание. Болельщики и желтая пресса особенно интересуются, сколько зарабатывают футболисты и на что тратят средства наши игроки. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Игорь Акинфеев и сколько он зарабатывает. Звезда российского футбола Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в подмосковном городе Видном. Его отец Владимир Васильевич работал водителем-дальнобойщиком, а мать Ирина Владимировна – воспитателем в детском саду. В 4 года Акинфеев начал посещать детскую юношескую школу ЦСКА. Сразу же выбрал себе роль голкипера. Много тренировался. 2002 год стал знаковым в его жизни. Он закончил спортакадемию ЦСКА, а после того, как в составе ЦСКА он впечатлил руководство и болельщиков своим талантом, его взяли в основной состав, где он получил чемпионский титул в составе юношеской сборной. В 2004-м Игорь стал основным игроком сборной страны. Также он был признан лучшим отечественным вратарем. Так как его первый взрослый матч состоялся в 18-летнем возрасте, он стал самым юным дебютантом за всю футбольную историю. В 2006-м рекордное время без пропущенных голов сделало его одним из самых многообещающих голкиперов. Им заинтересовался лондонский Арсенал, но футболист не захотел менять отечественный клуб на зарубежный. В 2007-м голкипер был травмирован, но вопреки прогнозам медиков вернулся, сразу же принеся победу в чемпионате. Один из матчей этого года стал 100-м сухим в его футбольной карьере. Акинфеев стал самым юным вратарем отечественного футбола с показателем 100 игр на 0. По мнению руководства, Акинфеев – пример для подражания, так как играет с 2 серьезными травмами, когда в футболе часто уже после одной такой уходят, чем поднял свой уровень и держит высоту более 10 лет. В 2009 году голкипер написал книгу «100 пенальти от читателей». Поклонницу симпатичного и финансово независимого голкипера в молодости хватало. Мужественные черты лица, стильная прическа, щетина всегда привлекали к нему представительниц слабого пола. Со своей женой Екатериной Герун футболист познакомился в 2012 году в гостях у своих друзей. Катя, получившая диплом химика, делала довольно успешную карьеру модели в Киеве, мечтала об актерстве. Будущая жена Акинфеева не была заядлой болельщицей и никогда не интересовалась большим футболом, поэтому она не сразу поняла, с кем ее познакомили друзья, так как просто не узнала в Игоре знаменитого российского футболиста. Молодые люди обменялись телефонами, и Катя улетела обратно на Украину. В своем единственном интервью, в котором Акинфеев рассказывал о своей встрече с будущей женой, спортсмен признался, что влюбился с первого взгляда и решил добиваться расположения девушки. После завершения спортивного сезона 2012 футболист отправился в Киев знакомиться с родителями своей избранницы. Девушку покорили настойчивость, воспитанность и предупредительность Акинфеева. Екатерина рассказывает, что Игорь ей сделал предложение, когда она мыла посуду. В это время Акинфеев подошел сзади, постучал ее по плечу и протянул коробочку с обручальным кольцом. Катя говорит, что просто сняла перчатки и дала свое согласие. Об их свадьбе поклонники футбольной звезды узнали 17 мая 2014 года, когда у супругов родился сын Даниил. А спустя год, 4 сентября, Екатерина подарила счастливому мужу дочь, которую они назвали Евангелиной. 2 марта 2021 года Акинфеев в 3-й раз стал отцом, Герун родила дочь. Игорь и Екатерина сейчас счастливы вместе. Спортсмен уверен, что счастливым может быть любой человек. Главное – дождаться свою половинку. Известно, что одним из лучших друзей голкипера является популярный певец и лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Они дружат с 2004 года. Игорь крестил дочь Сергея Нину и снялся у него в клипе на песню «Она меня целует». Также Игорь и Сергей Жуков вместе записали песню «Летний вечер». Помимо футбола, спортсмен играет в бильярд, любит путешествовать, но своим главным хобби считает рыбалку. Акинфеев ведет страницу в Инстаграме, где регулярно появляются фото с тренировок и матчей.
Иногда в аккаунте мелькают и семейные кадры из отпуска. Еще одно увлечение футболиста – это машины и скорость. Игорь предпочитает передвигаться на мощных автомобилях с высокой проходимостью. В его автопарке есть Land Rover Discovery 5, Audi R8, Mercedes AMG SL65, Jaguar F-Pace. В 2018 году Акинфеев был признан Человеком года по версии журнала GQ. Однако голкипер отказался от премии, тогда награду вместо него получил нападающий «Зенита» Артем Дзюба. У Акинфеева есть неоспоримые преимущества, он четко выбивает мячи руками и ногами. При этом у него молниеносная реакция на игру. Вратарь всегда излучает уверенность в своих силах, поэтому его спортивная карьера сложилась блестяще. В середине мая 2014 года Игорь триумфально побил рекорд Яшина, сумев отыграть сухую свой 204-й матч. Таким образом, он был признан пятикратным чемпионом России. К сожалению, за успехом последовала досадная неудача. Она случилась на матче с бельгийской командой, но Фабио Капелло тогда заступился за Акинфеева, рассказав, что футболисту на протяжении 10 минут слепили глаза лазерной указкой. Тогда Бельгия победила. В 2017 году Акинфеев под руководством Станислава Черчесова в составе национальной сборной принял участие в Кубке Конфедерации. У футболистов был год, чтобы подготовиться к домашнему чемпионату мира 2018. Благодаря авторитету, который спортсмен смог заслужить у членов команды, он стал капитаном национальной сборной во время чемпионата мира 2018. Благодаря скорости реакции своего незаменимого вратаря, российские футболисты смогли впервые в истории российского футбола выйти в четвертьфинальную стадию чемпионата мира. После завершения чемпионата мира Игорь Акинфеев объявил о том, что уходит из сборной, заявив, что нужно давать дорогу молодым футболистам. Игорь Акинфеев является одним из самых высокооплачиваемых игроков России, который стережет ворота уже 14 сезонов подряд. Только за 2019 год Акинфеев заработал 2,2 миллиона евро. Получается, что годовая зарплата Игоря в рублях составляет около 200 миллионов, а доход в месяц почти 15 миллионов, в день чуть больше 500 тысяч рублей. По неподтвержденным слухам, контракт вратаря составляет 2,5 миллиона долларов. Карантин 2020-го вратарь московского ЦСКА провел в своем загородном доме, о котором мечтал с 15 лет. То обстоятельство, что он находился на природе и смог спокойно пребывать на свежем воздухе, помогло пережить период самоизоляции. Пандемия негативно сказалась на заработке спортсмена. Руководство клуба объявило о понижении зарплат в связи с паузой в Тинькофф российской премьер-лиги РПЛ 2020. Ставка была сокращена в 2 раза. С возобновлением тренировок она возросла до 70%. С первым матчем выплаты начали производиться в полном объеме. Стоит отметить, что Акинфеев поддержал инициативу руководства. Большая часть доходов спортсменов уходит на недвижимость. Дома российских футболистов в большинстве скрыты от общественности, но некоторые футболисты лично показывают, где живут. Известно, что вратарь Игорь Акинфеев живет в квартире, которая расположена в элитном жилом комплексе «Континенталь», Москва, парк Серебряный Бор. Давайте пожелаем Игорю еще больших побед, славных матчей, крепких сил, личного счастья и доброй славы. Ну а если вам понравилось это видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!